Мы уже привыкли к тому, что атомная энергетика является едва ли не самой безопасной из всех имеющихся видов генерации электроэнергии. С этим в начале февраля 2022 года согласились даже Тугодумы из состава Еврокомиссии. Привычное такое понимание. Все в порядке с нашими атомными технологиями. Все страшные уроки Три Майл-Айленда, Чернобыля и Фукусимы учтены. Наш флагманский проект реактора поколения 3+, ВВР-1200, вынуждены были признать самым безопасным в мире даже американские специалисты, не отличающиеся комплементарностью к технологиям Росатома. Но сегодня я предлагаю задуматься, что стоит за вот этим кратким определением: атомная энергетика является самой безопасной. Напомню, что даже знакомая идиома «атомный реактор» у нас появилась вовсе не сразу. Игорь Васильевич Курчатов и все ученые, вошедшие в августе 1945 года в состав спецкомитета, в своих воспоминаниях говорили о создании уранового котла. Так что тут, на мой взгляд, требуется логика, привычная по любым другим видам твердотопливных котлов. Уран твердый, горит в котле, так что все обосновано. В каком случае мы с вами уверены, что угольный котел безопасен при его эксплуатации? Не чадит, не дымит. Для золошлаковых отходов имеются технологии, позволяющие их полностью перерабатывать, и желательно с пользой, а не просто так. Разумеется, твердотопливные котлы не должны нести вред и водным ресурсам, оптимально, если имеется технология замкнутого водооборота. Вот и урановые котлы должны отвечать всем перечисленным требованиям, как минимум. Но это действительно минимум, поскольку нужно еще и учитывать специфику урана. Его физические и химические свойства, мягко бы сказано, очень сильно отличаются от таких же свойств любого другого вида топлива. Конечно, речь идет о радиоактивности. Она ни при каких обстоятельствах не должна оставаться без присмотра, без контроля. Я не буду вдаваться в медицинские тонкости, по меньшей мере, не буду этого делать в сегодняшней передаче. Напомню, что такое период полураспада радиоактивного элемента. Это отрезок времени, в течение которого радиоактивность того или иного материала снижается вдвое. На первый взгляд, тут у урана полный порядок. Период полураспада основного изотопа урана-238 составляет почти 4,5 миллиарда лет. Период полураспада у самого востребованного изотопа урана-235 – 700 миллионов лет. Оба изотопа альфа-радиоактивны. Альфа-радиация – это самая, защититься от которой можно при помощи листа бумаги. Но есть нюанс. Если альфа-радиоактивный химический элемент попадает внутрь организма человека или животного, защиты нет по определению. Кроме того, уран – тяжелый металл. Он имеет свойство накапливаться в живом организме, причиняя урон не только из-за радиоактивности, но и из-за своих химических свойств. То, что у радиоактивного элемента есть период полураспада, вовсе не означает, что радиоизлучения в течение этого полупериода нет, а потом оно внезапно, мгновенно происходит, сокращается вдвое. Нет, радиоактивный элемент излучает постоянно, его активность снижается достаточно плавно. И вот тут еще один нюанс. Радиоактивный распад урана превращает его в другие химические элементы, которые тоже радиоактивны, и далеко не все элементы из радиоактивного ряда урана именно альфа-радиоактивны. Среди этих новых химических элементов есть и бета-радиоактивные, а бета-радиация обладает более высокими степенями проницаемости. Но и это не все. Есть ведь еще и такое понятие, как наведенная радиоактивность. Под воздействием излучения стабильные ядра химических элементов могут превращаться в ядра радиоактивные. Больше всего эта проблема касается конструкционных металлов оборудования атомной зоны реакторов, чья обязанность, напомню, 60 лет находиться под плотным потоком нейтронов. Как пример, если в сплавах конструкционных материалов имеется никель, гарантировано образование изотопа никель-59, который бета-радиоактивен, с периодом полураспада 7000 лет. Такие же проблемы при наличии в сплавах молибдена, ниобия, серебра, висмута. А само железо необходимо обогащать его тяжелыми изотопами. И не обращать внимания вот на такие тонкости недопустимо, поскольку чревато. Вес корпуса реактора ВВР-1000 и ВВР-1200, к примеру, 324 тонны. И пренебрежение проблемой наведенной радиоактивности на выходе могло бы давать вот такой массив радиоактивного материала. Согласитесь, такой футбол нам не нужен. И давайте вслед за мной высказывайте признательность нашим атомщикам за то, что они все эти нюансы выяснили и учли. И даже не будем роптать по поводу того, что борьба за радиационную безопасность идет, что называется, с перезакладом. Чем выше содержание изотопа урана-235, тем выше активность. В исследовательские реакторы в первые годы атомного проекта в качестве топлива спокойно ставили топливо с обогащением едва ли не до оружейного уровня. Обогащение топлива в реакторах атомных подводных лодок тоже, мягко будет сказано, выше порога в 20% определенного МАГАТЭ. Разработанные и применяемые в России федеральные целевые программы ядерной радиационной безопасности номер 1 и номер 2 учитывают тот неоспоримый факт, что радиация, накопленная в первые годы развития атомного проекта, накопленная за годы ядерной оружейной гонки, должна быть надежно изолирована в обязательном порядке.
Составная часть ФЦП ядерной радиационной безопасности номер 1 – это и комплексная программа утилизации атомных подводных лодок, выведенных из эксплуатации. На секундочку, таких атомных подводных лодок за годы существования Советского Союза накопилось более 200 штук. Это облученное ядерное топливо с начальным обогащением по урану-235 от 20 до 60%. Это корпуса реакторов и внутриреакторное оборудование. Все это богатство не самым лучшим образом хранившееся на военно-морских базах на Кольском полуострове и на Камчатке. Логика как бы подсказывает, что Министерство обороны не должно было бы заниматься изоляцией всего этого радиоактивного опасного богатства. Но решением одного из наших многочисленных правительств 90-х годов эту задачу с чистой совестью поручили гражданским пиджакам, то есть тогдашнему Минатому и нынешнему Росатому. И это далеко не все, что осталось опасного с первых лет атомного проекта, с эпохи ядерной гонки вооружений. Время было крайне жестким. Если бы в 40-е годы были внедрены все нынешние нормативы радиационной безопасности, нашу первую бомбу мы бы создали не за 4 года, а лет так за 20. Вот только в этом случае никого бы эта радиационная безопасность при обращении с делящимися веществами во время производственных процессов никого бы не волновала. Не было бы бомбы с большой буквы за 4 года, неуважаемые заокеанские непартнеры масштабировали бы Хиросиму и Нагасаки, как только были бы готовы к этому. Спешка? Да, это она. Но других вариантов просто не было. Все технологии разрабатывались в буквальном смысле слова на бегу и только потом постепенно совершенствовались. Проблемы, возникшие на производственном объединении «Маяк», отдельная тема для разговора, если это кому-то интересно. А сегодня остановимся на том, что для решения этих проблем наши атомщики разрабатывали и разрабатывают сейчас все новые и новые технологии. Шаг за шагом Росатом избавляется от того, что принято называть ядерным наследием, в том числе и за тем, которое находится за пределами территории нашей страны. Это я, само собой, о выработанных урановых месторождениях в бывших республиках Средней Азии, прежде всего в ныне независимых Таджикистане и Киргизии. Технологии добычи и извлечения урана в 40-е годы не были совершенными. Опыт нарабатывался все в том же режиме на бегу. Уран, содержащийся в отвалах и в так называемых урановых хвостах, это реальная угроза и окружающей природе, и человеку. Урановые хвосты, хранящиеся под открытым небом, это пыль на ветру. Это осадки, которые несут радиоактивные частицы в ручьи и реки, уносят радиоактивные вещества в грунт, где есть риск их попадания в грунтовые воды. Россия – это не Штаты. Заявить «это не наша проблема» у нас не получается. И есть решение стран СНГ, что всю техническую работу по изоляции урановых хвостов по всему оборудованию, которое использовалось на месторождениях, будет выполнять Росатом. Все по ядерному наследию? Ну, почти, поскольку специалисты Росатома присутствуют еще и на некоторых островах Новой Земли и не забывают о Семипалатинске. Список проблем, которые Росатом обязан уметь решать для того, чтобы на деле реализовать простой посыл. Атомная энергетика и атомные неэнергетические технологии должны использоваться таким образом, чтобы в природу радиоактивности возвращалась в объеме не большим, чем ее извлекают при добыче урановой руды, пока еще не полон. Продолжим размышления, все так же опираясь на ее величество логику. Ядерная гонка вооружений завершена. За годы развития атомного проекта профессионалы отрасли освоили множество технологий, использование которых гарантирует нам радиационную безопасность. Самые острые проблемы были решены при реализации первой целевой программы ядерной радиационной безопасности. Одна из главных задач второй программы, рассчитанной на период до 1935 года, все должно быть учтено. Система временной изоляции радиоактивных отходов должна быть отлажена так, чтобы больше проблем с ними уже не накапливались. И, разумеется, должна быть готова инфраструктура для окончательного захоронения радиоактивных отходов – РАО. Строятся новые атомные энергоблоки, одна за другой открываются клиники, использующие достижения ядерной медицины. Продолжают свою работу имеющиеся атомные электростанции и исследовательские реакторы. Но обращение с образующимся на всех этих объектах РАО необходимо выстраивать иначе, чем это было в советское время. Атомщики уже умеют четко рассчитывать, где именно и какие именно радиоактивные отходы будут образовываться, а потому уже заранее планируют все, что будет необходимо для надежного и безопасного обращения с ними. К разработке всех перечисленных технологий Росатом, конечно, приступил далеко не сегодня. Опыт нарабатывался годами. В 1960 году в Министерстве среднего машиностроения было создано предприятие «Радон», перед которым была поставлена задача обеспечения радиационной безопасности населения, территории и окружающей среды. Прежде всего, это сбор, переработка и временная изоляция низко- и среднеактивных отходов. Причем один регион был только пробой пера. В настоящее время у «Радона» 14 отделений, от Санкт-Петербурга до Хабаровского края.
И это уже не только непосредственная работа с РАО, но и радиационно-экологический мониторинг территории присутствия и работа с объектами ядерного наследия. Временное хранение в атомной индустрии – это порядка 50 лет. То есть как раз в настоящее время наступила пора создания ППЗРО – приповерхностных пунктов захоронения радиоактивных отходов. Да, слово «приповерхностное» не должно вводить в заблуждение, оно тоже вполне себе атомное. Огромные толстостенные бетонные пеналы, разделенные на ячейки и окруженные специальным глиняным мешком. Радиоактивные отходы в ячейках размещают отнюдь не навалом, а в герметичных стальных или железобетонных контейнерах. Для строительства и эксплуатации ППЗРО в Росатоме была создана отдельная структура НО-РАО – Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами. Оператор выполняет еще одну задачу – создание окончательного геологического захоронения для высокоактивных радиоактивных отходов. Первый этап – создание подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае, в непосредственной близости от Железногорска, в гнейсовых породах Нижнекамского массива. 3 вертикальных ствола диаметром 6-6,5 метров, глубиной до 500 метров каждая. Огромный объем работ выполнен по программе комплексной утилизации атомных подводных лодок на Кольском полуострове и в Приморском крае. Работу вели одновременно несколько компаний и научно-исследовательских институтов Росатома. Так в Росатоме появился самый юный дивизион «Экологические решения». Это решение, как ни удивительно, не получило широкого освещения в прессе, хотя, на мой взгляд, создание нового дивизиона – событие знаковое. Самые острые проблемы, требующие неотлагательного решения, решены. Росатом сосредотачивается над тем, чтобы в дальнейшем все работы, связанные с радиоактивными отходами, шли в спокойном ритме, по алгоритмам, гарантирующим безопасность и надежность. Я считаю большой удачей, что на полях Атомэкспо-2024 мне удалось взять интервью у Василия Владимировича Тинина, руководителя нового дивизиона «Экологические решения». Дивизион «Экологические решения» новый, а вот Василий Владимирович в атомной отрасли точно не новичок. С 2000 года он прошел профессиональный путь от лаборанта химико-технологических исследований на Сибирском химическом комбинате до его технического директора. Официальное наименование его нынешней должности звучит следующим образом. Директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, облученного ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов. Да, такое наизусть выучить непросто. Но, с другой стороны, это название полностью описывает грандиозный круг задач, которые будет решать новый дивизион. Беседа продолжалась больше часа, меньше было никак нельзя. Настолько огромен объем работы и хлопот. Надеюсь, что вы, уважаемые зрители и слушатели, уже успели обнаружить мою невероятно незаметную хитрость. Я умудрился ни слова не сказать о том, как выстроена политика Росатома по обращению с облученным ядерным топливом. Василий Владимирович, ваша должность звучит достаточно сложно для меня, как для человека, который не вовлечен внутрь атомной корпорации. Руководитель по государственной политике в области ядерных отходов, радиоактивных отходов и вывода из эксплуатации радиационно и ядерно опасных объектов. То есть сложно вот так все. Понять, какой же круг задач у вас, мне кажется, что он очень силен, потому что Росатом всегда внимательно относился ко всему, что касается и, так скажем, ядерного наследия, и тех рисков, которые возникают при обращении с радиационными материалами. Вот в свое время были отдельные программы, отдельные направления, был даже дивизион заключительной стадии жизненного цикла. Здесь была совершенно конкретная задача – вывод из эксплуатации всего того, что когда-то использовалось для нужд атомной программы, теперь такой необходимости нет. Это все теперь в вашем видении. Да, абсолютно точно, только моя должность, если правильно называется, она действительно сложная. Директор по государственной политике в области обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов. Второй тезис, который я хотел бы сказать. Дивизион существует, но он называется дивизион «Экологические решения». То есть мы же в тренде, современности, и действительно он закрывает те же вопросы, связанные, так скажем, с наиболее трудно воспринимаемой частью атомной энергетики, а это именно отходы, сложное отработавшее ядерное топливо и объекты, которые должны быть выведены из эксплуатации, либо относятся к категории таких объектов наследия.
Ну, если говорить о наследии, была такая замечательная, на мой взгляд, и крайне необходимая комплексная программа утилизации атомных подводных лодок. Тоже у вас? Тоже у То есть нас. вот север дальний тоже к вам. То, чем занимается предприятие «Радон», то есть обращение с радиоактивными веществами, тоже Тоже зона у вам. нас. И национальный оператор по тем же радиоактивным отходам, который должен заниматься окончательной изоляцией, это тоже вы. Тоже мы. И еще и горно-химический комбинат тоже мы. Тоже вы. И проматерь нашего атомного проекта, институт знаменитый радиовый, Нет, не наш. но он вроде входил в предыдущий дивизион. Но действительно круг задач просто огромен. Отдельно, или теперь это тоже ваша программа, говорим о ядерном наследии, то, что осталось на месторождениях, где шла добыча и обогащение урановой руды. Тоже вы? Тоже мы. А как можно справиться? Я не представляю, какой объем работы. Работа разноплановая. Все-таки одно дело обращение, допустим, с радиоактивными отходами, которые генерирует ядерная медицина. Совсем другое – это месторождение где-то в горах Таджикистана, Киргизии. Ну, совершенно разные задачи, разные по сложности, по технологиям, которые необходимы. Как удается? Задача одна, если честно. Это выстраивание последовательной государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, если мы говорим про это направление. И неважно, да, действительно, атомная отрасль очень широка, задача решала и решает, и продолжать будет, я надеюсь, решать еще очень-очень долго множество, но государство акцентирует как раз свое внимание на вопрос к радиоактивным отходам. Почему? Да вот просто всегда пытаюсь объяснить это не с точки зрения там федеральный закон 190. Все мы номер 3. люди и человеки. Радиоактивные отходы это действительно вещества, там, материалы, которые потенциально опасны на многие тысячи, а некоторые на многие миллионы лет, и поэтому система обращения с РАО, законодательная база, нормативы, технологии должны быть регулируемы со стороны государства. И это одна из функций, которая входит в должностные обязанности директора по госполитике. Да, действительно, объектов много, отходы различаются по физической, химической форме, образовывались при различных процессах. Но разрабатывая идеологию обращения с ними, инфраструктуру как раз, и ставится перед нами задачка, чтобы вырабатывать оптимальные технологические решения. Перерабатывая одни отходы, мы отрабатываем технологии, которые зачастую, как ни странно это ни звучит, мы можем применить и для других отходов. И наша основная задача – создать законодательно-нормативную базу. Второе – создать комплекс, инфраструктурных объектов по обращению с радиоактивными отходами. И, конечно, одной из важнейших задач является опять создание инфраструктуры для окончательной и безопасной изоляции этих отходов на те многие десятки тысяч и миллионы лет. А дальше мы смотрим внутри. Вот сегодня обсуждали тут на форуме, на одной секции была она посвящена радиоактивным отходам. Когда мы говорим в горизонте исчисления миллионы лет, я, перехожу в теорию философии. Да, потому что за хранение минорных аксинидов вам нужны объекты, которые должны нормально функционировать пару сотен тысяч лет. Это есть так, поэтому я после секции для себя сделал вывод, что те коллеги, которые сегодня там дискутировали, выступали, позитивные философы, да, которые уже сегодня смотрят в будущее не на 10, не на 100 лет, а пытаются посмотреть на миллион лет вперед. И задача-то же не в том, что мы не можем обращаться с этими отходами.
На сегодняшний момент для большинства из отходов, и действительно так, те или иные технологические решения отработаны. Другое дело, мы можем там всегда критиковать хороший автомобиль, может быть он лучше. Да, задача там технологов науки развивать технологии, да. Но основной задачей, которая стоит перед нами, перед обществом, ну, в первую очередь перед Росатомом и организацией, в которых образуются отходы, это точно и правильно объяснить и доказать, что применяемые решения обеспечат безопасность опасных веществ, ну, действительно на тот неизмеримый для нашего сознания, как для людей, расстояние временного. Второе, вот, что сегодня мы обсуждали, там, это с точки зрения и РАО, АЯТ, ну, любого из бэкэндовского направления. Проект номер, там, атомный проект номер 1, он был достаточно закрытый, да. Отсюда есть недопонимание у людей, что это за объекты, что образуются. Закрытые города, закрытые объекты, куда никто не мог попасть. Абсолютно точно. Второй, да, значит, фактор, накладывающий на эту ситуацию, это сложность этих объектов. Инженерная сложность, ну, не все мы инженеры, там, и не, каждый не может объяснить, что такое ядерный реактор, как идет там деление этих частиц, куда нейтрон полетел, почему он это так сделал. Это тоже недопонимание, да, вот этих процессов у любого нормального человека. Из-за этого возникает 1000 вопросов. Потому что это та опасность, которая не пахнет, которая не меняет цвет, вы ее не чувствуете. Он ее не ощущает и объяснить это не может. Поэтому вторая задачка – это как раз гармонизация, значит, наших объяснений людям, которые окружают нас, странам, людям, партнерам, о том, что действительно те технологии, те отходы безопасно изолируются, и что они зачастую ни в коем мере не опаснее других, которые находятся в более близком приближении и до которых мы дотягиваемся практически ежедневно в нашей жизни. Опасность присутствует везде. Откройте какую-нибудь бочку на автозаправке и получите такой вред здоровью, который от радиации будете зарабатывать десятки лет. Ну, вот действительно, радиофобия основана на том, что люди не понимают, о чем идет речь. Ну, вот что-то там, какой-то халат оператора атомной электростанции, он опасен или нет? Может быть, я мимо него пройду и сразу умру. Потому что, ну, знаний не хватает. И когда мне довелось разговаривать с ИНО РАО, они действительно готовили лекционные залы, готовили возможность присутствовать на экскурсиях на каких-то, вот, чтобы люди поняли, что это не страшно, важно знать, чего делать нельзя. А если за дело берутся специалисты Росатома, то тебе сделать то, что нанесет вред, будет очень сложно, чтобы получить какой-то вред от радиоактивных отходов особо низкой активности, но надо залезть в приповерхностный пункт захоронения и посидеть там неделю. Но ты этого не сделаешь, потому что есть Росатом, который тебе этого сделать не даст. Вот такой у вас, помимо всех задач с технологией, еще такой образовательный кейс. Это точно. И мы его делаем. Тут просто можно дальше порассуждать о достаточности и нужно ли увеличивать. Мы практически на все площадки, да, вводим общественность. Это раз. Различных составов, начиная от депутатов, руководителей, школьников, обычных граждан. Значит, второе. Любые наши проекты в соответствии с законодательством получают экологические экспертизы, которые рассматриваются в широком кругу общественности. Все наши проекты для ядерно-радиационно опасных, да, объектов тоже проходят и общественные слушания, обсуждения. Другое дело, о чем я только что упомянул, акцентирование внимания и вовлеченности в этот процесс.
Здесь, наверное, нужно продолжать наращивать и начинать объяснять людям, возможно, даже со школьной скамьи, что да, есть такая отрасль, вот у нее есть плюсы, вот у нее не минусы, а вот есть такие побочные продукты, и как мы спокойно в рабочем плановом режиме с ними работаем, как защищаем окружающую среду населения от них, какие барьеры безопасности создаем, тогда, мне кажется, это более такой честный, правильный диалог, который нужно вести. Ну, а с точки зрения там, достаточности, мне кажется, Росатом и так такая медийная, огромная корпорация, которая большой ресурс вкладывает в это. Надо ли где-то точечно поправлять это нужно смотреть для каждого объекта. Точно, наверное, нужно. То есть диалог с людьми должен быть. Я всегда за, если честно. Надо чаще рассказывать, потому что, допустим, ваши коллеги по корпорации Росэнергоатом, если вы заходите на сайт любой из атомных электростанций, можно в режиме онлайн видеть уровень радиации. Но неплохо видно кнопочку. Плохо видно кнопочку, и надо делать какую-то яркую, там, разных цветов, чтобы ее хорошо было видно, потому что действительно те меры контроля, которые есть сейчас, они позволяют любому человеку видеть, как идет жизнь. Там можно отдельно повесить график предельно допустимых концентраций, и в сравнении с ним там идет график в режиме онлайн. Больше таких вещей надо. Я достаточно много общаюсь с коллегами по энергетике, так скажем, экспертами из бывших советских республик Средней Азии. Вот там то, что делает Росатом, становится видно мгновенно. В прошлом году завершили работу по изоляции урановых хвостов в Таджикистане. Об этом знают точно все, потому что многие туда приезжали, многие контактировали с людьми Росатома, которые приехали. Местные люди просто работали на этом объекте, они видят. И на глазах видно, насколько снимается это напряжение. То есть там же страшно, мы туда не пойдем. А разговариваешь с ними через полгода, то нормально, поработали, дорогу новую построили, там, линию электропередач починили заодно. И быстро меняется, но надо просто рассказывать о том, что это можно, что это не нечто невероятное. И, в конце концов, мы живем в мире, пронизанном радиацией, но как-то ничего с нами страшного не происходит. Абсолютно соглашусь с вами. Наверное, здесь надо признать то, что из-за, как вы сказали, широкого круга задач этой, области недостаточно уделяется внимания. И мы проговаривали уже и в этом году, в текущем, что действительно мы будем усиливать, работу с точки зрения информированности, повышения грамотности, технической в наших направлениях, потому что, действительно, зачастую для людей это выглядит пугающе, хотя это тем более, не так. что есть специальные люди, которые нацелены на то, чтобы раскручивать радиофобию вообще на ровном месте, без малейших на то поводов. Такие люди есть, с этим тоже надо считаться. Даю ответственное вам обещание, что лично сам заинтересован в том, чтобы мы были более открыты. Потому что, например, если опять возвращаемся к РАО, даже не переходя к АЯТ, который пугает людей зачастую, вообще у нас законодательство говорит о том, что эта область наиболее открыта. Да? Все данные по радиоактивным отходам есть в открытом информационном поле. С ними можно знакомиться. Другое дело, вы действительно здесь правы. Кто-то просто слово РАО даже не знает, как аббревиатура что это за аббревиатура переводится, и что такое, например, 1, 2, 3 класс опасности. Здесь будем продолжать полномерно работать. Еще раз, точно есть куда усовершенствоваться и расширять эту область, нашего взаимодействия, и будем делать. Тем более, что без работы вас точно не оставит. Судя по темпам развития ядерной медицины, проблема с РАО, которые будут возникать там, где идет диагностика, где идут операции, это будет. То есть, если наши, к сожалению, страдающие теми или иными заболеваниями люди уже не боятся ядерной медицины, следующий шаг, не надо бояться того, что
медик, который закончил работу, снял одноразовые перчатки, не умрешь от этого, уже точно не умрешь. Точно не умрешь. Просто люди должны знать, что эти перчатки будут правильно переработаны и переведены в форму, которая не принесет никакой опасности для человека. Их не сожгут в ближайшей печке, чтобы там пепел куда-то улетел. Все будет сделано точно. разумно. Да. Вот что касается, я все по привычке, завершающая стадия жизненного цикла. Есть ли для вас такая работа в России? Относится ли это только к тем реакторам РБМК, которые предстоит друг за другом выводить из эксплуатации? Или есть еще какие-то объекты? Вот у нас военная программа в годы Холодной войны была весьма и весьма широка, и, соответственно, в тех самых закрытых городах все вроде бы знают, что там все отравлено, все умерли уже несколько раз, обычно умирают 2-3 раза в день. Вот будет у вас такая работа в Озерске в том же, может быть, в Сарове? Вот где-то? Мы ее ведем непрерывно. То есть она продолжается? Она продолжается. Ну, я бы здесь разделил бы на несколько, значит, категорий, чтобы было более понятно. Первое, значит, то, что мы так называем объекты или так, вещи наследия. Ядерное наследие, да. Это задачка номер раз. У нас есть определенная черта ввода в федеральный закон 190 по обращению с радиоактивным отходом, когда государство сказало, все, что до ввода закона в действие, будет относиться к федеральным РАО и будет, значит, постепенно, планомерно, но, значит, перерабатываться, переводиться в форму. Это касаемо и отходов, и объектов, да, которые там не востребованы по какой-то причине, необходимо вывести из эксплуатации. Это будет делаться за счет средств федерального бюджета. Отсюда и появилась прекрасный документ «Федеральная целевая программа», которая уже продляется неоднократно. Да, и на сегодняшний момент горизонт действия этой программы 1935 год. В программу входит целый ряд направлений, не только пообъектно, а по направлениям. Первое – это создание государственной инфраструктуры по обращению с РАО, с АЯТ. Второе – это обращение с накопленными радиоактивными отходами. Третье – это переработка, хранение отработавшего ядерного топлива государственного. Да? Ну и четвертое – это вывод из эксплуатации тех или иных объектов, которые мы видим в горизонте. Просто в первой программе тушили пожар, но планомерно подошли к очень серьезным, сложным объектам для вывода из эксплуатации. Мы тренировались, мы учились, мы разрабатывали технологии. Сегодня мы готовы продолжать приступать к этим работам, включая наши атомные станции, да, о которых вы упомянули. Вторая задача, отодвинули наследие, да, вот здесь как бы государство. Вторая, закон также сказал, ребята, раз вы делаете некий бизнес, да, на энергетике, да, условно, да, давайте-ка на все нужды, связанные с выводом из эксплуатации, с обращением с радиоактивными отходами, с АЯТом, накапливайте резервы. И законом определено, что эксплуатирующая организация имеет право отчислять в резервные фонды, которые потом как раз используют для того, чтобы бороться с теми объектами, которые, устарели, либо просто необходимы, просто не нужны экономически, да, потому что экономика все-таки в нашей жизни тоже играет немаловажную роль. То есть еще законодатель создал один инструмент, как раз чтобы объекты эти не остались уже забытыми и не перекладывались на плечи государства. Но и третье, да, значит, мне кажется, тоже так достаточно важно. Мы в новом своем планировании создания новых объектов уже сразу закладываем полный цикл, включая вывод из эксплуатации, в проектные решения и оцениваем их в стоимостных характеристиках, что позволяет нам правильно эксплуатировать
и планировать. Но еще одна уникальная, значит, мне кажется, вещь, которая не то что уникальная, аналогичная, переложив, сказав эксплуатирующей организации, что, уважаемый, теперь ты отвечаешь за то, что у тебя образовал, это просто вынуждает его бороться с тем, чтобы этих вещей, которые остаются, оставалось как можно меньше, потому что обращение с ними, действительно, это не самое дешевое, значит, удовольствие, это точно. Вот ядерное наследие в закрытых атомных городах, это понятно. Вот военно-морские объекты, я наизусть не помню числа, но, по-моему, только атомных подводных лодок предстояло утилизовать более 200. Так точно. Завершено или еще нет? Потому что вот последние новости с нашего «Маяка», на самом деле уникальное предприятие, которое готово перерабатывать облученное топливо, просто вот от любых реакторов, от лодочных, исследовательских, больших, малых. Мы про «Маяк» поговорим или про лодки? Давайте с «Маяка». Очень в 2 словах. Действительно, это уникальное предприятие, которое имеет самый широкий спектр задачек по переработке яд. Он почти все может перерабатывать, или, скажем, он может переработать все, но некоторые виды топлива не перерабатываются только потому, что это экономически сейчас нецелесообразно. Не более того, и есть некие ограничения по мощностям. Это действительно так. У нас есть уникальное радиохимическое производство, которое, значит, существует, который мы планируем, дальше развивать. И если вы чуть позже меня спросите, как будем двигаться по радиохимии, я подробно расскажу. Что касаемо лодок. Первое. Была задача решить вопрос накопленных лодок, да? И мы действительно перешагнули рубеж 200. Мы практически полностью очистили северную и нашу восточную территорию, и не только с точки зрения лодок, но и того наследия, которое было там накоплено, создав там прекрасную современную инфраструктуру по обращению с АЯТ и с РАО. Но военно-морской флот продолжает жить, поэтому любой объект имеет конечную стадию. И этот процесс такой долгий, неизбежный. Периодически, конечно, какие-то объекты будут возникать, но за счет того, что у нас создана вся инфраструктура, мы уже отработали эти технологии. Абсолютно накопление. Мы не ожидаем накопления таких объектов, потому что у нас есть где это делать, мы знаем, как это делать и так далее. Технологии уже есть, абсолютно то есть можно спокойно, точно. планово. Поэтому мы в рамках того финансирования, которое нам выделяется, и потенциальная опасность тех объектов, которые хранятся, да, и ожидают свое, как говорится, отправки в последний путь, мы монотонно делаем это. Уже без пожара, уже не надо хватать чемодан, вокзал уже уехал, все в порядке. Точно, никаких пожаров. Мы, полностью вывезли отработавшее ядерное топливо с востока. У нас есть четкое понимание плана, как мы освободим север наш от накопленного отработавшего ядерного топлива, но хочу подчеркнуть, которое не просто теперь хранится какими-то аварийными способами, а это действительно созданная инфраструктура, которая обеспечит все системы и барьеры безопасности для того, чтобы она просто дождалась того необходимого момента, когда подойдет очередь, и мы его отвезем на «Маяк» или на другое предприятие, например, горно-химический комбинат, да, где его переработаем.